Привет, друзья! Сейчас главная новость Европы. Сегодня в Германии возник острый политический спор из-за интеграционных курсов для мигрантов. Власти решили сократить доступ к этим программам уже с 2026 года, хотя на них ежегодно уходит больше миллиарда евро. Земли возмущены, потому что без языка люди дольше сидят на пособиях и не выходят на работу. Фридрих Мерц говорит о необходимости экономить и делать систему более жесткой. Урсула фон дер Ляйен предупредила Мерца, что без быстрой интеграции Германия и весь ЕС теряют рабочие руки и налоги. И это еще не все. Сейчас в Германии быстро формируется новая реальность. Без интернета люди, особенно немецкие пенсионеры, постепенно выпадают из обычной жизни. Сегодня работу ищут через онлайн-порталы, к врачу записываются через сайты, квартиры ищут только на платформах. Банки закрывают отделения и переводят клиентов в приложения. Особенно тяжело, как я сказал, это дается пенсионерам в Германии, которые просто не успевают за этой цифровой скоростью. И напоследок, Европа собирается резко увеличить расходы на оборону. Сегодня речь идет о сотнях миллиардов евро в год, но проблема не только в суммах, а в том, что промышленность не успевает быстро производить технику, проекты дорожают, а каждая страна заказывает свое вооружение. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сейчас в Германии развернулась серьезная дискуссия вокруг интеграционных курсов для мигрантов. На эти программы ежегодно уходит более 1 миллиарда евро. И в 2026 году доступ к ним решили сократить. Именно это и вызвало резкую реакцию земель и части политиков. Интеграционные курсы – это язык плюс основа жизни в Германии. Без них человек сегодня фактически остается на обочине рынка труда. Я вам рассказывал недавно, что раньше доступ получали почти все категории приезжих, теперь приоритет отдают тем, у кого есть долгосрочный статус и понятная перспектива остаться. Но земли Германии возмущены, они говорят прямо, без знания немецкого языка люди дольше сидят на пособиях. Приведу пример из жизни. 29-летний Самир приехал 3 года назад и живет в Рурской области. Первое время он подрабатывал на стройке, немецкий знал плохо. Когда попал на курс, через год уже устроился помощником техника с официальным контрактом. Его зарплата выросла почти вдвое. Если бы курс задержали еще на год, он бы продолжил работать временно и платить минимальные взносы. Еще один пример – 38-летняя Ирина из Бранденбурга. Она ждет места на курсы уже несколько месяцев. Ей объяснили, что финансирование ограничено. Частное занятие стоит дорого. Пока у нее язык слабый, работодатели не берут даже на простые позиции в сфере ухода. Фридрих Мерц подчеркивает, что Германия обязана жестче контролировать свои расходы. По его словам, деньги должны идти тем, кто действительно интегрируется и выходит на работу. Он говорит о необходимости ускорять процедуры и делать систему более целевой. Урсула фон дер Ляйен смотрит на ситуацию через призму всей Европы. Население ЕС стареет. Рабочих рук, как оказалось, не хватает. Она недавно заявила, что интеграция должна быть быстрой, иначе страны ЕС теряют годы, в которые люди могли бы уже работать и платить налоги. Сегодня Германия ежегодно тратит, напомню, более миллиарда евро на языковые интеграционные программы. При этом выход на стабильную работу у многих занимает от 2 до 5 лет. Чем позже человек начинает работать, тем, соответственно, дольше он остается в системе социальной поддержки. История уже показывала, что массовые языковые программы после 2015 года помогли ускорить включение людей в экономику. Многие из тех, кто тогда прошел курсы, сегодня работают в промышленности, логистике, уходе за пожилыми. Но сейчас правительство Мерца пытается сэкономить, поэтому земли опасаются, что экономия сегодня обернется большими расходами завтра. Именно поэтому спор вокруг интеграционных курсов стал особенно напряженным в последние дни, потому что Германия одновременно хочет снизить бюджетное давление и быстрее закрывать дефицит кадров. А как вы понимаете, без языка второй пункт просто не работает. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии формируется новая бытовая реальность. Без интернета человек, особенно пенсионеры в Германии, постепенно оказывается в стороне от нормальной жизни. И это касается также и семей с детьми, людей среднего возраста. Начну с самого простого – это работы. Сейчас большинство вакансий публикуется только онлайн. Даже если речь идет о складе, заводе или даже уборке, резюме отправляется через портал, документы загружаются в электронном виде, ответ приходит на e-mail. Если у человека нет электронной почты и доступа к интернету, он просто не видит половину предложений. Вот история. 58-летний Клаус из Тюрингии после закрытия фабрики начал искать новую работу. Он привык приходить лично и разговаривать с работодателем.
В агентстве по труду ему объяснили, что подавать заявки нужно через онлайн-систему. Без регистрации на портале его даже не могут учитывать в базе кандидатов. В итоге дочь помогла ему создать электронную почту и профиль. Следующее – это государственные услуги. Запись в отдел по делам граждан сегодня чаще всего происходит через интернет. Смена адреса, регистрация автомобиля, подача заявления на детское пособие – все через онлайн-формы. Бумажные варианты есть, но также ждать приходится дольше. 66-летняя Ингрид из Ганновера хотела записаться на продление документов. По телефону свободных терминов не было, сотрудник сказал, что новая дата появляется на сайте. Ей пришлось просить своего соседа помочь зайти на портал ночью, когда открываются новые графики для записи. Дальше. Жилье. Это еще одна зона, где без интернета почти невозможно. Объявления о квартирах размещаются на онлайн-платформах, ответ нужно отправлять сразу, документы в PDF, подтверждение кредитной истории тоже в цифровом формате. 31-летний Самир из Эссена пытался снять квартиру без электронной почты. Он звонил по объявлениям, но арендодатели просили отправить пакет документов онлайн. Без этого разговор даже не продолжался. В итоге ему пришлось учиться отправлять файлы и заполнять электронные формы. Банковская система меняется также быстро. Я вам уже рассказывал, что отделений становится меньше. Например, сейчас в Кёльне один из крупных банков, Deutsche Bank, закрывает половину отделений. Банкоматы в небольших городах тоже закрываются. Многие операции возможны только через приложение или онлайн-кабинеты. Переводы, страховки, налоговые декларации – все сегодня цифровое. 73-летний Рудольф из Баден-Вюртемберга раньше платил счета в отделении банка. После его закрытия сотрудники объяснили, что большинство клиентов пользуются именно онлайн-банкингом. Рудольфу пришлось покупать современный смартфон, хотя он им никогда не пользовался. Таким образом, мы с вами понимаем, что цифровизация ускорилась еще после пандемии, тогда многие процессы перевели в онлайн в срочном порядке. Сейчас назад дороги уже нет, государство сегодня экономит и на бумаге, и на персонале, бизнес экономит на офисах, банки сокращают отделения. В результате мы с вами видим, что без интернета сегодня сложно, например, найти работу, снять жилье, записаться к тому же врачу, получить государственную услугу или даже управлять банковским счетом. Цифровые сервисы действительно делают жизнь быстрее, но для тех, кто не привык к технологиям, особенно для пенсионеров Германии, они создают новый барьер. И если и дальше эта тенденция продолжится, людям без цифровых навыков, особенно, как я сказал, пенсионеров в Германии, будет все сложнее участвовать в обычной повседневной жизни. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас Европа планирует существенно увеличить расходы на сферу безопасности. И здесь речь идет о сотнях миллиардов евро ежегодно. К 2030 году страны НАТО в Европе могут выйти примерно на 800 миллиардов евро в год. Это на сотни миллиардов больше, чем тратится сейчас. Но проблема не только в сумме. Проблема в том, как эти деньги тратить. Первая трудность – это скорость. Вы знаете, что сейчас специализированная техника в Европе производится достаточно долго. Новые образцы техники и сложные технологические системы разрабатываются годами. Иногда проходит 3-5 лет, прежде чем техника реально поступает в армию. В текущей международной обстановке, как вы понимаете, это выглядит слишком медленно. Вторая трудность – это рост стоимости. Сейчас в Европе проекты часто дорожают по ходу реализации. Если вначале рассчитывали на одну сумму, в итоге выходит на десятки процентов больше. Бюджеты растут, а уровень технической готовности сил безопасности не всегда увеличивается так же быстро. Третья трудность – это раздробленность. В Европе много стран, и каждая заказывает свое вооружение. В итоге получаются десятки разных моделей техники. Это усложняет обслуживание, подготовку персонала и координацию совместных действий. Скажу вам сразу для сравнения, что в Соединенных Штатах Америки типа вооружения меньше и система более унифицирована. Что же это означает сегодня для Германии? Страна уже объявила о крупных вложениях в сферу безопасности после 2022 года. Деньги есть, но промышленность не всегда успевает быстро увеличивать производство. Заводам нужны специалисты, оборудование, сырье. Это тоже время. Вот простой пример. Если государственные структуры заказывают сотни единиц техники, производитель не может удвоить выпуск за один месяц. Нужно расширять мощности, обучать людей, заключать новые контракты. В итоге Европа стоит перед большой задачей. Сейчас недостаточно просто выделить деньги, а важно наладить систему так, чтобы уровень технической готовности действительно повысился, а не только бюджеты, как мы с вами видим, выросли на бумаге.
Таким образом, сегодня Европа собирается тратить гораздо больше на оборону, но быстро превратить эти деньги в реальный уровень технической готовности намного сложнее, чем нам с вами кажется на первый взгляд. На этом пока все. Спасибо за просмотр.